Если вы сосредоточились на этом, вы уже неправильно снимаете, потому что ваше сознание будет качать куда-то. Здесь важно наоборот переключить свое сознание на что-то, как я вас учу. Отвернуться и после этого посмотреть на ладошки, на часы, красивые часы, посмотреть там в сумку, блокнот какой-то, посмотреть даже ВКонтакте что-то. И после этого посмотреть. Обычно то, куда он крутится, шокирует всегда. Потому что не так, как хочется, вот всегда. Нужно ли занять деньги, но я так хочу, при этом, ой, какие красивые часы, ой, какие там красивые ручки. После этого порос, нет, ну блин, надо давать все равно. Надо давать все равно, так это вообще вот частое явление. Изменяет ли мне моя жена, да, изменяет ли мне моя жена? После этого посмотрел на ручки, посмотрел там еще что-то, но здесь же нет в вопросе вот чего, когда изменяет? Все кому-то в чем-то изменяют, так жизнь устроена. Ну, бывает и на старуху проруха. Мужчины и женщины. Ну что с вами? Ну что с вами? Конечно же, если все очень хорошо, конечно же, всегда в жизни будет какой-то там нечаянная гречка. Знаете, такое бывает, ничего с этим сделать нельзя. По молодости каждый совершает ошибки. Но нет, конечно, для многих женщин это табу, там, для многих мужчин это табу. Но не стоит задавать вопросы такие тупые маятники. Потому что вы же увидите, что изменяет, а доказать не сможете, а только нервы себе потратите. Дальше, изменяет для маятника и сейчас, и вчера, и завтра, это однозначно одна и та же информация. Потому что он говорит в априори. Поняли? То есть раньше же она спала с кем-то, а сейчас она ни с кем не спит уже, кроме вас, да? После этого изменяет кому? Из-за того, что она спала раньше с кем-то, изменяет с вами тому, с кем она была раньше. То есть вот здесь вот много таких получается энергетических каких-то столкновений. То есть какие конкретно вопросы? Изменяет ли она мне? А что такое изменяет? Вы можете объяснить маятнику? То есть может быть тогда вопрос такой, спит ли она с чужим мужиком, да? Спала ли она, да. И будет ли она когда-то спать с чужим мужиком? Всегда будет показывать да. Серьезно, всегда будет показывать да. Почему? Потому что будет ехать в поезде, и в одном купе будет другой мужик спать вместе с ней. Всегда будет показывать да. Ребята, не парьте себе мозги. Пусть вас эти вопросы не интересуют. Серьезно. Потому что вы только себя накручиваете. Так, я сейчас узнаю, она мне изменяет или не изменяет. Да всегда будет изменять. Всегда. Метод Пучко разрушил не одну семью. Как часто пользоваться не можно? Когда нужно, тогда и можно пользоваться. Какие есть вопросы? Ребята, вопросы должны быть такими. Мне нужно сегодня выезжать на рынок или нет? Не я продам машину или нет, а мне нужно выезжать сегодня на рынок или нет? После этого смотрите. Если нет, то можно не ехать. Если да, тогда едем. Даже если да, и ты не продал, значит кто-то придет и что-то там посмотрит. А если нет, то вот не едь вообще, то просто ничего там не сыграет и ничего не произойдет. Понимаете, да? Вот таким образом. Фух. Дальше, самая интересная тема, которую я обожаю, которая называется убирание негативов и проблем из своей жизни. Не должен, никто никому ничем не обязан вообще. Если вы будете говорить, я кому-то чем-то должен, я должен этой стране, забудьте, эта страна давно уже вас имела в виду. Вы можете быть должны, обязаны только тем людям, которых вы искренне любите и обожаете. Да, если вы искренне любите человека, тогда вы можете быть ему обязанным этому ребенку. А если вы не любите этого ребенка, тогда вы можете быть не обязанным этому ребенку. Но вы страну любите? Ну, ребята, ну за что ее любить? Она вам что, дала возможность хорошего обучения, дала вам хорошую медицину или не имеет вас хвост и в гриву? Я сейчас вам хочу сказать, что звук ху, это звук, который убивает состояние беспокойства, а также состояние того, что вы либо кому-либо, чем-либо обязаны. В тот момент, когда у вас есть много долгов, помните, это все будет у вас вызывать состояние беспокойства. Как же убирать состояние беспокойства? Ребята, словом ху. Пошли. Серьезно. Так это вот для чего это слово придумали. Да, говорить. Вам говорят, ты мне должен. Говоришь, не можете отдать, так и говорите, я не смогу тебе отдать деньги.
ты бы хотел наверняка, чтобы я тебе соврал и сказал, я отдам тебе деньги. Но я не смогу, мне нечем отдать. После этого, ну а когда? Ты что, не слышишь? Я их тебе не отдам в априори. Я тебя отправлю в лес. Да ты задолбал уже, делай хоть что-то или отвали. Или иди. И после этого, не выключая телефон, говорите, есть какие-то вопросы? Есть, я приеду бить тебя в морду. Уже дай мне в морду и отстань. Значит, вы получили в морду за отдачу долга. После этого говорите, ну если это будет в счет моей отдачи долга, тогда дай мне в морду. То есть это очень удобно получить в морду, если должен 100 тысяч баксов. Не убьют за 100 тысяч. Ни хрена не убьют. Да, отдавать. Ни хрена не убьют, кто же отдавать будет, послушайте. Наоборот, если 100 тысяч должны, возьмите еще 100, чтобы поставили охрану, и вы захотели их отдать. Понимаете? Так жизнь устроена. А себе утром говорите, скоро у меня будет столько денег, что я отдам 100 тысяч долларов в долг. Тогда это уже цель, и это начнет проявляться. Не, ой, как мне отдать, ой, как мне отдать. Где тут цель? Где тут цель? Нет цели, не отдадите. Когда что-то в жизни, почему так устроена жизнь? Нужно получать от жизни удовольствие. Делать это малыми порциями. И дальше я вам расскажу секрет. Этот секрет выглядит в виде моей картиночки. Ребята, наша энергия, я ее нарисую в виде, даже не нарисую, я нарисую в виде двух волн, которые есть. Ну, есть, нету, обычно говорить особо не буду. Итак, знаете, существует такое понятие, которое называется торсионные поля. Да? То есть два поля, если это поле имеет какой-то изгиб, то это поле повторяет изгиб точно такой же, как создает это поле. Да? Ну, кто-то что-то в этом понимает. Дальше. Представьте, будто это ваша жизнь. Моя жизнь, я пишу, моя жизнь. Моя жизнь. Я сейчас объясню, зачем я вам это все рассказываю. В моей жизни я создаю определенные эмоции. Какие? Блин, почему у меня нет денег, почему у меня нет денег, как же я эти деньги потратила 100 рублей, почему у меня нет денег, нечем заплатить. То есть какую я вибрацию создаю? Ребята, это не имеет значения. Вот какую вибрацию я и создаю, мне дают возможность такую же вибрацию получать в своей жизни дальше. Почему? Потому что энергия Бога – это отражение тех вибраций, которые мы сами и создаем. Мы создаем страдания, энергия Божественного плана дает нам как зеркало такие же страдания. Почему? Потому что цель всего вот этого – сделать так, чтобы человек выделял энергию. А какую? Не имеет значения в априори. Потому что энергия не имеет качества, ни плюса, ни минуса, ни плохой, ни хороший, никакой. И вот то, как мы живем, и то, как мы выделяем энергию, это то, что обусловливается наше существование и то, как мы живем. Я покажу, как это происходит. Вы легли, ой, нечем заплатить за квартиру, нечем заплатить за квартиру. Да все, можете не продолжать. Вам будет нечем заплатить за квартиру. Конец. Вы теперь за нее не заплатите, точно. Потому что для того, чтобы вы заплатили за квартиру, должна быть цель. Итак, одна из самых удивительных систем. Ребята, когда я вчера вам давал технику исполнения мечтаний, исполнения желаний, построения программ, то вы, некоторые из вас, начали дома ставить программу и делать ее так, где я отдала все свои долги, а это неправильно. Серьезно, невозможно поставить программу, чтобы вы отдали долги. Ваша отдача долгов – это проблема. А проблема не убирается при помощи построения программы. Понятно? Проблема только должна сжечься. Ее нужно навсегда сжечь из вашего состояния жизни. То есть линия вашей судьбы. В этой линии судьбы существует пружина ваших проблем. Вот мы должны сжечь вот эту пружину ваших проблем, и делается это так. Помните, я вам рассказывал, как зарядить свечу? Да? Не рассказывал? Итак, давайте все-таки запишем. Рассказывал. Как же зарядить свечу? Во время сжигания проблем нам нужно однозначно перед этим заставить свечу работать правильно. То есть зарядить ее снова и снова, тогда боль полностью исчезает. А проблемы уходят? Да. Если вы будете это делать каждый день, то проблема уходит. Потому что теплая, темная вода, она нейтрализует состояние электричества нашего сознания. А если есть проблема, но она не болит?
А если есть проблема, но она не болит, тоже представляете Заливайте ее и белой и всё. заливайте темной водой. Вы представляете, такая удивительная практика, но она офигенно работает. Это вот как раз практика убирания боли. Можно ли от этого, можно ли при помощи этой техники избавиться от любых заболеваний? Да. И от кист в почках тоже. От чего хотите. Зубная боль. Зубная боль тоже убирается этим. Но зубная боль может дойти до того, что у вас просто выгорит этот нерв, его не будет, но он сгниет потом, и получится сепсис крови, и будут тяжелейшие проблемы. Ребята, зачем вы себя мучаете во время зубной боли? Вставляете сало там и все остальное. Найдите просто дешевого какого-нибудь стоматолога, дешевого, серьезно, потому что дорогие они лечат хуже, чем дешевые на самом деле. Вот, найдите дешевого стоматолога, пусть он электродрелью вам там сделает дырку, вырвет этот нерв за 20 рублей и поставит вам за 100 рублей пломбу. Не болейте. Хочу вам задать вопрос. Вот смотрите, часто человек, зайдя там куда-то, он прячется. То есть быстро перебежать или быстро что делать. Или наоборот, считает, что все окружающие люди обращают внимание именно на него. Ребята, знаете, есть у вас комплексы или нет у вас комплексов, скажите себе в какой-то момент, я принимаю себя таким, какой я есть. Знаете, можно ходить с ногой поломанной и стесняться, и делать так, а можно гордо сделать для себя это состоянием гордости, где-то, А ну ступи, что не видишь, у меня нога тут поломана. смотрите, для сравнения, после этого хочется ведром ударить, и сейчас, Давай, ступай мне место. что не видишь, у меня тут нога поломанная, понимаете? То есть это в вашей жизни частое явление, вы говорите, я стесняюсь, что у меня большой нос, да? Наоборот, у меня офигенно большой нос, я могу так дунуть, а сколько соплей могу наделать, знаете, и засморкать всех. Зато я могу, когда дымиться, втягивать дыма больше, чем остальные люди. А если в свое время Гоголь был прав, то Чичиков высмаркивался, как иерихонская труба. Тем самым он всем доказывал, что он настоящий начальник. У вас маленький нос, вы сморкаетесь тихо, из вас начальника не получится. Ребята, если вы не сидели никогда, вы народным депутатом не станете. Как же вы там будете разговаривать по понятиям, ребята? Это ж невозможно понять. А Юлю отпустят, когда сделает татуировку купола, начнет по мастям разговаривать. То после этого отпустят, еще и назначат премьер-министра. После этого откат, конечно, все, век боли не видать, за базар отвечает. Все нормально. Это сейчас она сопротивляется, глупая. Не надо сопротивляться, смирись, то, о чем я и говорю. Примите себя целиком. Примите себя целиком и сделайте ваши недостатки своими достоинствами. Если вы ищете при этом повод отдохнуть, и еще повод что-то сделать, там бухнуть, как мне говорят мои друзья, мы расслабляемся по 2 или по 3 дня. Я говорю, а что ж вы так работаете, что вы так расслабляетесь? Сколько ж можно работать, чтобы так офигенно ярко расслабляться потом? После этого начинаете говорить, я очень сильно работаю, и после этого расслабляюсь. Нифига не работаете и нифига не расслабляетесь. Вы после этого еще и больше устаете. Вам ничего светить не будет. Потому что если вы что-то хотите, вы должны это делать уже сейчас. Уже сейчас, и это происходит так. Нет знаний, начинаете получать знания. Если знания вам не подходят никакие, ищите те, которые подходят. Открывайте Куб.ua или Куб.ua или Куб.ру. Там сайты, где есть много книг, выбирайте свое направление и читайте все подряд. Каждый день по одной книжке. Вы хотите заниматься торговлей, будьте спецом в торговле. Интернет, будьте спецом в интернет. Дизайн, будьте спецом в дизайне. Вышивание крючком, будьте вышивание крючком. То есть в сексуальных отношениях будьте самые лучшие. Ребят, это вот устроено по принципу будь специалистом. Знаете, чего больше всего не хватает в этой стране? Не хватает специалистов. У нас есть все. У нас есть рабочие люди, есть обезьяны труда, а также там есть кого только нет. Есть там тунеядцы, также Кидалова, там чего только нету. Но в нашей стране отсутствуют абсолютные специалисты. Вот чего не хватает этой стране. Специалистов. Они не появятся, потому что у нас нет культуры. Какой культуры? Быть специалистами, выращивать специалистами, а также работать над тем, чтобы стать специалистом.
Работаешь, принимаешь кровь и мечтаешь о машине, забудь, у тебя машины не будет. У меня такая ситуация была в Хмельницком. Пришла девочка и говорит, я Маша, здрасте. Здрасте. А ви можете мені сказати, в мене буде колись Porsche Cayenne? А где ты живешь? Я тут вот в Хмельницкой области живу. Вот, а зачем тебе Porsche Cayenne? Ну я хочу на ньому їздити, я такой хочу красный, каждый день его визуализирую, глажу его, люблю. А где твой муж работает? Я работаю в поликлинике у нас, я принимаю кровь. Я закончила ПТУ, училище медицинское. А сколько уже работаешь? 2 года. А муж? А муж в Москве работает, стройкой занимается. Сколько денег зарабатывает? Ну, где-то $1000 в месяц. Ну, где-то, получается, привозит, где-то 200-300 мені відправляє. Я відкладую, бо нема ні квартири, нічого. Я дуже хочу спитати, коли в мене буде Porsche Cayenne? Буде в мене взагалі Porsche Cayenne чи ні? А я смогу колись заработать на Porsche Cayenne? Вот это далось, девки. Я после этого ей сказал, являешься ли ты специалистом в той области, в которой ты работаешь? Она говорит, а до чего це? Потому что, если бы, а я же беру кровь, вот моя девочка, если ты бы брала кровь, а также бы могла тому человеку, которому ты отдаешь бумажечку, объяснить, какие нарушения крови присутствуют в этой бумажечке, то тогда бы к тебе начали ходить люди и давали бы тебе конфетки, а также рублики и еще что-то. А разве не так это, мои хорошие? То есть не идти к терапевту, а тебе девочка выдает и говорит, вы представляете, я тут посмотрела, и у вас вот здесь в анализе мочи большое количество белка. Это, вероятно, у вас есть проблемы с почками. Вот вы к какому врачу сейчас пошли? Он говорит, я к терапевту. Да идите сразу к тому человеку, который занимается нефрологией. Или там, идите к тому человеку, который занимается исследованием почек. Идите к нему. Сколько это займет времени? Он скажет, блин, какая умная, ты что, в цьому щось понимаешь? Ну да. После этого, знаете, он бы привел за руку еще 55 таких же людей. Она бы начала зарабатывать деньги? Ну да, потому что доктор не умеет читать, а девочка, которая берет из пальцев кровь, умеет читать. Прикольно, да? Ценят не должности, ценят специалистов. Вы представляете? Ценят не должности, ценят спецов в своей области. Будешь спецом, будешь получать бабло. Не будешь спецом, конец. Дальше. Для тех людей, у кого есть состояние тревожности, я в этот момент даю работу с чакрами убирания состояний тревожности. Состояние тревожности всегда у вас возникает всего лишь в 3 местах. Первое место называется животик. Второе место тревожности – грудь. Третье место тревожности – голова. Ну, горло часто бывает, но это все равно грудь. Ребята, что же сделать для того, чтобы состояние тревожности убрать навсегда? Ребята, состояние тревожности вызывается вот чем, показываю вам. У вас есть открытая эта чакра, открытая эта чакра. Они у нас светящиеся. Почему? Что это за чакра? Вот это значит я, да? Любовь в себя, вот такого. Дальше эта чакра, она у нас связана с тем, что мы... Это какая? Вторая и... Это 2-я и 4-я. Это у нас связано с тем, что нам все дано, мы верим в то, что жизнь дает нам одинаково, дает нам возможности, мы в это верим. После этого у меня что-то заберут, у меня будет состояние тревожности вот в этой чакре. Или кто-то хочет разрушить мое я, у меня будет состояние тревожности вот в этой чакре. Если оно стихийно возникает, что-то влияет на нее, и она сжимается вот таким образом. Что-то влияет на нее, и она вот так вот сжимается, понимаете? Вот так сжимается. То есть какая-то энергия, которую вы сами надумываете, сжимает эту чакру. В тот момент, когда чакра сжимается, вы ее должны расправлять. Каким же образом происходит расправление? Это я вас сейчас научу. Эта техника называется техника золотой фольги. Я с этим буду... Это наше сознание, шеф. Я об этом сейчас буду рассказывать. Конечно же, когда вы отдаете вот эти, то вот эти 3 получают много. При этом она здесь концентрируется вот так. Эти же маленькие, они отдают потоками. Эти большие, они накапливают. Понятно? Итак, на какой мы остановились? На 4-й и на системе я. Да? 5-я чакра. В 5-й чакре находится такое понятие, которое называется совесть. Но я начал замечать вот что. Когда люди умирали, частым явлением смерти человека была амнезия. То есть люди сначала
забывали, кто те люди, которые находятся вокруг них. После этого они забывали своих детей, после этого своих жен. И последними словами часто было, человек, который умирал, тянул ручки и говорил: мама, возьми меня на ручки. Я вам утверждаю, когда человек умирает, у него происходит разрушение вот этой кармы в виде воспоминаний каких-то. То есть вся наша жизнь, она у нас находится в 5-й чакре, запечатанная в виде воспоминаний. Перед тем, как вы умрете, вы начинаете медленно забывать всю свою жизнь, проходя этапы очистки. То есть вы там произвели какой-то конфликт, в этот момент у вас будет повышенная температура и болезненное ощущение. Понятно? Вот это и называется совесть. Итак, здесь у нас находится элемент нашего сознания, который называется энергия Шень. Она может тоже только брать. Серьезно, именно здесь мы только и принимаем еду, а если рыгаем, это уже плохо. Правильно? Мы принимаем, нюхаем воздух, а если выплевываем сопли, то это не сильно хорошо, правильно? Если мы смотрим и видим картинку, это хорошо, а если у нас идут слезы, это уже не есть хорошо. Согласны? Если уши слышат звуки, это хорошо, а если из ушей идет дым или там из ушей что-то выпадает, это не есть хорошо. Согласны с этим? Тогда она как работает? Она работает только на принятие энергии. А теперь задам вам вопрос. Здесь находится наше сознание в нашей голове. Все, наверное, с этим согласны. Сознание и есть нашей чакрой, которая называется наша 6-я чакра. Она находится вот тут, вся голова. Теперь скажите мне, если здесь находится рот, а кишечник вот здесь, или желудок вот здесь, на кой нам такое большое расстояние? Природа не тупая. Почему она не сделала рот прямо здесь? Вот еще, обогревай пищевод, включай один канал, открывай другой поршень, здесь жуйку какую ставь, а также там какие-то слюнные железы за ухами, чтобы они это все смачивали. Зачем? Почему так все банально? Ведь природа не делает ошибок. Почему так далеко? Почему желудок аж здесь, а рот аж здесь? Ведь согласно сохранению энергии, по принципу которой работает вся природа, нужно было бы сделать так, чтобы было прямо здесь это все. Ведь жабры у рыб находятся прямо недалеко от места, то есть жабры и легкие у рыбы это одно и то же. Она здесь качает и здесь выпускает, правильно? Почему же у нас нос здесь, а легкие здесь? Почему бы не сделать просто нос сразу сюда? Ведь это закон сохранения энергии. Не пришлось бы носоглотку делать, а это же дополнительное обогрев, слизистая, а также очищение. На это же все уходит колоссальное просто количество энергии. Вопрос, зачем рот здесь, а желудок здесь, нос здесь, а еда здесь? Вопрос, зачем? Зачем? Почему бы не сделать так, да? Объясню зачем. Вот с чем это связано. Человек устроен по принципу, который звучит так. Всегда в своей жизни получай удовольствие. Как это можно сделать? Если ты слышишь запахи жизни, кушаешь еду, ощущаешь ее, то она своей радостью, эта еда, заполняет твое сознание, и ты будешь умным. А также будешь получать удовольствие от жизни. Человек просветленный, то, у кого здесь накапливается энергия абсолютного счастья. И абсолютного удовольствия от чего? Вот от всего, что возможно. А что такое развитие паранормальных способностей? Это расширение возможностей получать удовольствие. То есть до этого яблоко просто перло от того, что ты его нюхал, а после этого оно расширенно прет уже. Потому что ты чувствуешь запах даже семечек, которые находятся в этом яблочке. Понимаете? Это особенность эзотерических наук. Они дают человеку возможность получать расширенное состояние удовольствия. Работы, и я сейчас получаю, мы там последние деньги сейчас проживаем, и непонятно, что будет дальше. Ну так она тут ни при чем. Согласны с этим? Он верит или он себе построил алгоритм, который звучит так: любите меня, потому что я, и дальше по алгоритму. Я богатый, после этого разрушения богатый, он не верит, что его можно любить просто так. Его чакра работает только на отдачу. Он ставит себе вот этот алгоритм: любите меня, потому что я. Ребята, зачем человеку говорить все время я? Вы мне скажите, неужели не видно по человеку, что он из себя представляет? Вот давайте сравним двух людей, меня и Нелю. Между нами есть отличия? Вот Неля может сказать: я взрослая. Разве этого не видно, что она взрослая?
Я буду говорить, я молодой и сексуально активный. Мне разве нужно это говорить, если это и так видно? Ребята, если Неля будет говорить, я не сексуально активна, это видно? Если Неля будет говорить, а если вот Неля, допустим, сейчас скажет нам, я зарабатываю каждый день $1000. Мы поверим в это? Ребята, мы в это не поверим, потому что человек так устроен. Все, что представляет себе человек, мы видим и так. Поэтому говорить об этом нет никакого смысла. Представляете? А теперь скажите, когда вы разговаривая говорите, я там такая-то, я там такой-то, зачем вы это делаете? Ведь это видно и так. Какие вы или такой-то? А? Неуверенность. Неуверенность? Нет. Это называется, чакра работает на отдачу. Вы себе не верите просто в то, что вас можно любить просто так, безвозмездно, ни за что, даром. После этого представьте, будто она в третьем этапе находится над свечой. Это картинка. То есть потеряли ее здесь, представили ее над свечой. И представили, будто над свечой картинка эта находится. И она дотронулась к пламени свечи и взорвалась как порох. И после этого снова здесь представили, над свечой и как порох. Здесь представили, над свечой как порох. Можно? Одну и ту же не менее 40 минут. А то и час, а то и 6 часов, если вам трындец. То есть получается 40 минут первое. Ну, первое можете 5 минут, второе можете там 40 минут. Это проблема, которая вам сейчас мешает проблема. У вас забирают недвижимость. Можно ли это все дело убрать, чтобы не забирали? Так легко. Все, завтра у нас работа с солнцем, завтра у нас работа при помощи техники улыбки. Что у нас будет завтра? Завтра мы все-таки закончим все, что связано у нас с магией денег. Все-таки проведем эту женитьбу уже наконец-то концов. Допишем технику улыбки, моя самая любимая практика. И завтра мы начнем заниматься построением ритуальной защиты. Если вы занимаетесь целительством, делаете это без ритуальной защиты, хаплык произойдет. Если у вас есть ритуальная защита, то никогда ни одна какашка не может на вас повлиять никак. А также, если на вас будет кто-то влиять, тут же будет вылазить со всех мест, и там все будет выползать, и также по голове бить вслед. Тому, кто вас будет. Да, тот, кто вам что-то делает. Поэтому после ритуальной защиты, когда вы ее будете ставить, можете знать, это нереально на человека ничего поставить. Нереально. Ну вот нереально. А если у вас где-то болит, то это не порча и не сглаз. Это значит уже проблемы со здоровьем. Понимаете? Итак, для того, чтобы поставить ритуальную защиту, как она быстро ставится или как она долго ставится, показываю. Сколько времени заняло? А это длится сутки. 10 секунд. Влад, ты выучил? Влад, ты выучил? Я запомнил. Ну вот, Влад запомнил. Запомнил сразу. Там 10 этих мантр, там они очень легко читать. Для того, чтобы представить, для того, чтобы включить у себя энергию, которая называется хорошая память, хорошее запоминание, а также большое количество великолепных, интересных мыслей, а также чтобы в жизни дела ладились и ум у вас становился немножко лучше, я вам хочу рекомендовать практику, которая называется колпак воды. Делайте ее очень легко. Представьте, будто вот так вот вы находитесь, и вот это ваши плечи. И представьте, будто вот здесь у вас стакан с водой, но при этом без стакана. А можно дырку рисовать? А, можно. Вот здесь вот я рисую человечка, и вот это его стакан. Голова в стакане. Но стакана нет, просто синяя водичка. Вот так, синяя водичка, вот здесь. Делая эту практику ежедневно, вы увидите, какое большое количество мыслей появляется и насколько они все конструктивные. Как эта практика называется? Голова профессора Колпак воды. Голова профессора Довлия, 100%. Когда руки возле вас, таким образом эти органы закрыты. Когда от вас этим образом органы открываются. Как я делаю технику? Открываю сердце. Понятно, да?
Теперь легкие. Что можно при этом представлять? Как будто дым идет. Как будто из органов идет дым. Можно ли ускорять? Конечно. Более глубокие паттерны, понимаете, что такое паттерн? То есть более глубокие переживания, они находятся в середине органа, а более современные переживания, они находятся на поверхности органа. Поэтому нужно делать так. Правильное выполнение практики или техники медитационной, это выполнение техники стоя или сидя, выполняется она с руками или без нет, ну или без, но выполняется так. Я это делаю обычно так. После этого ускоряю. После этого ускоряю. После этого. Понятно? После этого в конце я начинаю выкрикивать запертую эмоцию. Ха! Понимаете, да? Таким образом я прохожу все паттерны, включая запертые слезы в самом конце при помощи выкрика. Понятно, да? Ну, конечно, понятно. Итак, ха, ху, цы, чу, чи. В самом конце вот так делаю. Понятно? Можно ли это делать сидя? Можно сидя делать. После этого. А поскольку раз? Вот не имеет значения. В этот момент часто включается элемент, который называется элементом головокружения. Что такое головокружение? Элемент головокружения – это элемент отключения вашего сознания, чтобы оно не мешало, и элемент получения огромного количества энергии из внешнего мира вашим энергетическим телом. Если голова кружится, наоборот радуйтесь, потому что это возможность получить на шару энергию. Вы таким образом выздоравливаете. Помните, сколько есть негативных состояний, их там 119, да? А сколько есть позитивных состояний? Они все там, нежность, любовь, они сводятся все лишь к одному состоянию, которое и звучит так. Удовольствие, нежность это удовольствие, любовь удовольствие. Итак, зачем нас создал Бог? Ребята, отвечаю вам, для того, чтобы мы от жизни получали удовольствие. Как мы это должны делать? Нюхать, дотрагиваться языком, гладить любимого человека и находиться в том моменте, в котором мы живем. Прикольно, да? Гладишь, не нравится, зачем умничать, зачем очень сильно страдать, можно самому все изменить или можно получать от этого удовольствие.